Крашми — это мой дом, ощущается как вторая семья. Которая всегда тебя поддержит, поможет. В которой все растут и творят. Я всегда могу положиться на этих людей. Каждый друг другу готов прийти на помощь. Где можно раскрываться как творческий человек. Большая работа, которая уже за спиной, это большая работа, которая у нас еще впереди. Очень важная часть работы, проделанная всеми участниками, и мной в том числе. За эти 5 лет мы прошли очень много вместе, и очень много всяких моментов друг с другом пережили, и творческих, и жизненных, выросли. Мы очень близки с большинством из участников. Это самые близкие для меня люди, близкие друзья, без которых я очень тяжело могу представить свою жизнь сейчас. Я себя абсолютно уже не представляю без этого. Знаем друг о друге практически все. Это не только про какие-то хорошие позитивные моменты, но и про что-то такое личное, грустное, тяжелое в какой-то степени. Очень тяжело переживаю тот факт того, что мы не вместе, и все еще пытаюсь к этому привыкнуть. Что-то такое семейное и домашнее уже. Раньше я была лидером Крашми, когда жила в Саратове, организовывала всякие разные процессы в команде. А сейчас, так как я переехала в Москву, уже такой организационный момент я не веду из-за расстояния, но все еще являюсь каким-то центром сплетения сокомандников. Также я являюсь одним из организаторов всех выездных фестивалей, всех выездных номеров. Частично я являюсь постановщиком, ставлю наши проекты, занимаюсь чисткой хореографии. Также играю роль приемной мамы Крашми. Если с кем-то надо разобраться, поругаться, или кого-то куда-то отвезти, или кому-то позвонить, это ко мне. Я как серьезный человек, у меня синдром мамы. Мне нужно все это держать под контролем в своих руках. Когда я находилась с девочками в одном городе, я составляла расписание, также я отвечаю на комментарии, по крайней мере, стараюсь это делать, но сейчас уже это получается менее активно, потому что очень усилился ритм жизни мой, вот, но также комментарии все еще остаются частью моей деятельности. Первая функция, с которой я зашла в команду, это была функция парикмахера. Я помогаю создавать девочкам прически, их образы. Сейчас мои функции стали шире. Наверное, я теперь больше просто организую все процессы и проверяю, действительно ли они работают. Что такое? Я не только оператор, который снимает видео для девочек, но и если затрагивать новый формат, я и, можно так сказать, креатор всех идей, всей съемки и все, что этого касается, дальнейшего монтажа. А еще, кстати, я выкладываю видео на наш канал. Именно я это делаю. Так что прошу вас теперь не злиться, если у нас долго нет видео или какие-то технические шоколадки происходят. Потому что я очень стараюсь вкладывать все силы, когда у меня их нет, в наши видео и побыстрее, так скажем, подготавливать контент, чтобы он наконец-таки дошел до вас. Я, правда, усердно и упорно, как могу, работаю с нашими видео, чтобы они вам понравились, чтобы вы поставили свой пальчик вверх, написали какой-нибудь приятный комментарий и тоже порадовали нас в ответ, так как мы всегда очень стараемся для вас. И в каждое видео вкладываем буквально всю просто душу. Задачи, которые я выполняю в команде, это звоню очень важным людям для того, чтобы что-то организовать, согласовать. Вот, как-то так. Я выкладываю тиктоки. На комментарии отвечаю там. Вот. Ну да. Но я его и создавала, поэтому да. Он иногда не хочет, чтобы я что-то делала, поэтому
выпендривается. Но я с ним разберусь. В первую очередь это все, что связано с макияжами, с образами на съемки или на выступления. Я всегда стараюсь помочь девочкам с макияжем. Также я занимаюсь на данный момент обложками для наших каверов на YouTube. И всегда помогаю с расшивом наших костюмов на выступление. Ну и также я занимаюсь постановкой наших проектов. Я, можно сказать, хореограф. Это, конечно же, не все проекты, но довольно многие лежат на мне, и я очень этому рада. Я водитель, занимаюсь монтажом видео не каверных, а которые влоги, нарезки. Я отвечаю за телеграм-канал, я отвечаю за сообщество в Ютубе, за Бусти. Я делаю украшения, какие-то детали для костюмов, если что-то кому-то чем-то нужно помочь в образе тоже, я обязательно помогаю. Замечательно. Изначально Crush Me не создавались вообще. Это был канал, на котором я и мои друзья делали всякие каверы. Вот. Просто потому, что у нас не было... У нас были разные основные команды, и мы просто собирались компанией и делали какие-то проекты. Вот. А потом мы поняли, что мы работаем одним и тем же коллективом постоянно. Вот. И на тот момент мы начали вести всякие лайвстримы, и люди уже знали имя Crush Me, понимали, что вот это мы, это состав, мы начали знакомиться с участниками, и так родилась идея стать уже цельной командой. Вот. И вообще это произошло на одной из съемок какой-то саратовской команды. И мы просто сошлись с кружочком, и я говорю: ребята, может быть, Crush Me будет командой? И ребята такие: да. Та-да! That's all. Идея просто пришла к нам постепенно, потому что нам нравилось работать вместе, и мы решили, почему бы это не продолжить до конца. Вот. И тут мы уже 5 лет. На самом деле, это очень забавная история, очень забавно про это вспоминать, потому что я не планировала приходить в команду. Просто меня позвали в проект. Это Пикси, это выездной проект на фестиваль. Насколько я помню, меня позвали на замену. И мы поработали с девочками. Мне супер понравился вайб. Ну и, наверное, девочкам тоже понравился какой-то мой вайб, раз мы сейчас вместе. Я была, наверное, у истоков создания Crush Me, но тогда еще официально не было такого названия у команды. Я была первым человеком, одним из первых, я, Юля и Сана, которые вместе начали танцевать. Вот. И так как первым видеороликом для Crush Me считается Blackpink, ну вот я была одним из участников. Меня не было в основном составе Crush Me. Кто с нами давно, те об этом знают. Все вообще получилось очень случайно, потому что меня просто позвали на замену другого человека. Я пришла в проект Crush Me, мы отснялись, и мы начали общаться. И через какой-то промежуток времени, через полгода, все-таки я стала частью основного состава, я присоединилась к Crush Me, ну и практически у основания стою команды, так как мы все это время общались, все это время дружили, все это время работали. По правде говоря, я очень-очень сильно хотела в Crush Me. Очень. Я видела, что эти люди создают своими руками, своим фантастическим умом, своими идеями, и я очень хотела стать частью этого. И в тот момент, когда я покрасила волосы в натуральный цвет, я поняла, что у меня есть шанс. И меня изначально пригласили в несколько проектов текущих, и потом был выездной проект, в котором мне нужно было проявить себя, чтобы попасть в команду, с чем я успешно справилась. Тогда, наверное, это было буквально только хобби, не более чем. Но сейчас это гораздо большая часть жизни для меня и для всех остальных, я думаю. И, наверное, тогда это держалось больше на общении и на дружбе, чем сейчас, потому что сейчас нас больше связывает, я думаю, работа именно. Это был проект Луны. Меня тогда впервые позвали в Crush Me. И это был выездной проект на Лади-Пати, Москву.
Проект был очень тяжелый достаточно, потому что тогда мой опыт в танцах был достаточно мал. И я безумно переживала, потому что все в составе были достаточно сильными танцорами. Вот, но я с этим справилась. Вот, мы выехали, выступили. Конечно, ничего не заняли, но все же показали себя на большой сцене. Мы преодолеваем трудности, обсуждая эти трудности в первую очередь, потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы все спорные моменты выносились на обсуждение. Вот. И сейчас, например, мы делаем всякие созвоны друг с другом, даже несмотря на расстояние, мы общаемся и решаем командские проблемы. Вот. Поэтому мой ответ, наверное, это сплоченность и общение. На самом деле, Крашми росли по мере этих 5 лет. Мы росли, и кто-то приходил у нас со всеми детьми, да, 15-летними, и сейчас это уже очень взрослые девушки. Вот. И мы все росли в плане нашей ответственности, наших обязанностей, наших идей. Были очень важные, конечно, каверы и этапы в жизни у Крашми. Это наша первая победа на Блади Пати. Это первая победа на фестивале с Лайоном. Это была огромная работа, и мы были рады, что наши труды, они окупились. Также потом следующий этап для нас — это, собственно, Dragon, на котором выступали с TGF, где уже команда выросла и пыталась перейти абсолютно на новый уровень, на новую сцену. Случились очень много смешных моментов и в плане постановки кавера, и уже в момент, когда мы приехали на сам фестиваль, оказалось, что у нас нет с собой костюмов у некоторых людей, и мы их экстренно шили буквально, заказывали и просили знакомого, чтобы на самолете нам привезли ботинки наши. Наверное, самые большие трудности все равно были в выездных проектах, я думаю, особенно на TGF. Вот. Но вот если говорить про выездные проекты, у нас всегда была Лера, которая запишет кружок под фанфары и скажет: давайте, мы сможем. Я думаю, что это была главная поддержка за все это время. Мы просто разговариваем очень много. Каждый раз, когда приходит момент каких-то разногласий в команде, в какой-то работе, мы просто собираемся. Если мы все в одном городе, то мы собираемся как бы очно. Если там кто-то где-то не рядом, мы созваниваемся и просто на протяжении нескольких часов мусолим иногда одни и те же темы, но я думаю, что это плодотворно. Мы редко, конечно, собираемся вне тренировок, вне проектов, но даже когда мы после фестивалей, например, решаем провести вместе время, покушать, что-то обсудить, я думаю, что это важно для всех и для меня. Такие какие-то теплые моменты после проделанной работы, уже на выдохе, так скажем, когда все прошло, все позади, и можно дать себе отдохнуть. Я повторюсь, скажу, что я просто обожаю моменты, когда мы после выступлений собираемся где-то посидеть, там, или дома, или в кафе в каком-нибудь, и сидим, обсуждаем сам фестиваль, обсуждаем там планы на будущие фестивали. Просто ценю очень все время, проведенное вне залов, потому что это очень тепло и уютно ощущается. Я могу выделить, скорее всего, Льва, потому что это был очень долгий проект, очень тяжело было по танцу. Вот. Но результат получился очень крутой, мы с ним заняли гран-при. И также, наверное, из последнего, если судить, то это был Нарли, которого нет на канале, но с которым мы выступали на фесте. Это просто, я не знаю, это мой самый любимый проект, потому что там очень крутой концепт, плюс есть переделанные части, которые мы придумывали сами, и мне очень нравится то, что у нас получилось. Для меня, наверное, это Филморитм. Я считаю, что это лучшее, что со мной случилось, несмотря на то, что было тяжело в процессе, но я считаю, что это
красивейшая наша работа. Это, я не знаю, если вы видели, я думаю, вы согласитесь. Я могу выделить все мужские проекты, потому что я не очень хорошо танцую мужское, хотя очень пытаюсь, вот. Но самый сложный проект, который у нас был, для меня это Jump, потому что он очень тяжелый физически, плюс тело отказывалось его танцевать, вот, поэтому... Проект TJF XG был самым сложным в моей карьере, так скажем. Он морально был тяжелый, не как физически, больше морально. Мы уставали от самой работы. Мы не понимали в некоторых моментах, что надо делать, чтобы это выглядело достаточно хорошо, как мы хотели. Первое место на АДФ. Желательно в Москве. В Крашме есть несколько целей. Это больше музыкальных видео выпускать. Это свой фестиваль, над которым мы начинаем уже большую работу. И на этом пока все. В первую очередь хотелось бы сказать, что я очень благодарна тому, что за эти 5 лет мы нашли людей, которые нас поддерживают, которые помогают нам во многом расти. Также я очень благодарна, что люди, которые смотрят нас на YouTube, которые подписаны на нас, они следят за нашими жизнями, так сказать, и тоже очень много о нас знают. Это очень классно, когда ты, так сказать, маленький человек в маленьком городе, о котором знают люди со всех точек земли. Вот, это очень приятно, очень мило. Вот, еще очень мило, что многие российские каверденсеры тоже нас знают и узнают, что мы из Крашми. Вот, классно, что наше имя где-то дозвучит. Вот, большое вам спасибо. Любите нас, поддерживайте нас, и мы будем любить вас в ответ. Я хотела бы поблагодарить всех наших фанатов, да, тех, кто нас поддерживает, тех, кто остается с нами в течение этих 5 лет, кто-то уходит, опять возвращается. Мы на самом деле очень рады, что вы у нас есть. Хочется поблагодарить всех за большую поддержку, которую мы постоянно получаем. Также хочется сказать, что мы готовим очень много новых интересных проектов, которые вскоре выйдут на нашем канале. Плюс очень много выездных проектов. Ну, как очень много? Пока что один, но он очень значимый для нас. Вот, поэтому ожидайте в будущем. Я бы хотела поблагодарить фанатов и сказать вам огромное спасибо за то, что вы продолжаете нас смотреть, поддерживать. Мы вас любим. Я хочу сказать спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что любому творческому человеку в любом случае нужна поддержка и какая-то отдача, потому что тяжело заниматься творчеством, когда оно не поддерживается. Вот, поэтому спасибо фанатам за то, что поддерживаете нас, за ваше внимание и за то, что верите в нас, в наши силы. Спасибо. Хотела бы выразить огромную благодарность нашим фанатам, потому что именно это толкает нас на какие-то новые отчаянные поступки. Мы делаем новые концепты, новые образы ради фанатов, ради себя, естественно, тоже, но чтобы впечатлить. И огромное спасибо за то количество поддержки, которое мы получаем в комментариях и, в принципе, во время наших трансляций. Это очень важно для нас, как для творческих людей. Без этого было бы очень тяжело двигаться. Спасибо. Большое спасибо за то, что вы с нами. Без фанатской поддержки не было бы ничего этого. Я очень реально благодарна за то, что вы следите за нами, за то, что вы даете такой фидбэк нам в качестве там комментариев, кто-то пишет лично. Это очень ценно и очень это заставляет идти дальше, работать. Я хочу сказать Крашме, что я очень горжусь вами, тем, как вы выросли, кем вы стали, потому что, когда мы собирались, мы были такими маленькими девчонками, которые ничего не знали о жизни, о творчестве, и сейчас
мы там, где мы есть. Вот, я очень рада, что вы занимаетесь делом, которое вы любите до сих пор, и при этом занимаетесь классными вещами в своей основной жизни. Вот, я безумно вами горжусь и люблю. Будьте сильными и никогда не опускайте руки. Проходите через все трудности, и вы обязательно справитесь. Я, наверное, скажу всего 2 слова, по сути 3. Это вдохновляйте и вдохновляйтесь. Моим любимым крашмикам, которые находятся в Саратове, я хочу передать, что я их очень сильно люблю. Также в декабре, в конце, мы встретим, я надеюсь, Новый год вместе, потому что я приеду в Саратов. Вот, они являются очень, очень важной частью моей жизни, и особенно те люди, с которыми я продолжаю свое общение. Я вас очень сильно люблю! Также я бы хотела пожелать Крашме продуктивной работы в новом году и в следующих других годах, которые нас ждут в будущем. Крашме я хочу пожелать исполнения их мечт, любых. Воплощать различные идеи, делать новые какие-то концепты и находить в этом себя, свои стороны новые открывать. Наверное, это самое основное. Я хочу пожелать Крашме много сил. Вот. Денег это потом. Надо сил для начала. Не опускать руки и верить в то, что мы можем много, мы можем больше. И мы обязательно справимся со всем, что запланировали, что запланируем еще когда-нибудь. И что действительно мы достигнем всего, чего хотим, если соберемся и сделаем все, что должны. Я просто вас очень люблю. Не знаю. Это вот эта семейная и теплая любовь. Я не знаю, что я делала бы без вас, что я буду делать без вас. Поэтому просто очень люблю вас. Фанаты! Эшки! Что делают эти люди своими руками? Лёлик, что ты хочешь пожелать Крашме, фанатам и всем-всем-всем? Мне кажется, он сказал, что он вас любит. Мне кажется, теперь он вас обожает. Мэмис!